Привет, подписчики! Ща покажу вам свою умную пещеру. Чтобы волки близко не ходили, надо сделать поярче. Алиса, включи свет. А тут у меня панорамные окна. Алиса, закрой шторы. Что-то холодно стало. Алиса, сделай потеплее. Ну что? Умный дом. Я вообще всегда говорил, что умный дом до сих пор тупой. Но некоторые устройства умного дома я использую прямо у себя в каждом доме. Чтобы вот так для проформы, я живу всегда в съемных квартирах. И все устройства я перетаскиваю в съемные квартиры с собой. Сегодня будет мой личный топ устройств умного дома. Погнали! Ну что, первое устройство – умный замок. Умных замков у меня очень много было. Я просто ненавижу с собой таскать ключи. Я не люблю, когда что-то оттягивает карманы, что-то гремит. Вообще не понимаю, зачем люди это таскают с собой ключи. Поэтому умный замок – это первое, что я ставлю в любое помещение, в которое переезжаю. Я пробовал разные умные замки. У меня был Nuki замок. Был у меня Nuki, причем я покупал, у меня их 4 штуки есть дома. В целом был неплохой замок, но он супер глючный, он постоянно отваливается, теряет этот свой датчик открытия-закрытия дверей, сам что-то ломается. И плюс батарейка у него очень быстро садится, потому что это все-таки штука, которая сверху садится, и ей нужно крутить вот так вот замок. Садится батарейка там реально, ну там за 3 месяца, да, Вов? Раньше? За месяц. За месяц батареи садятся? Ну она сейчас так очень туго идет. А, у тебя может быть, кстати, замок тоже такой жестко открывающийся, и моторчик просто охеревает от этого. Еще был замок очень шумный. Меня жена пыталась выгнать вообще из этого замка. Очень громко закрывался, у меня ребенок просыпался. Поэтому мы этот замок сразу выкинули и поставили нормальный, крутой замок Aqara A100. Топовый замок, у него обычная ручка, прикиньте. Просто люди подходят, чик, все, открыл. Никто не парится, никто не мучается, никаких проблем нету. Батарейки хватает на больше, чем на год. Ну там, типа, обещают 2 года, у меня уже долго стоит, ничего не разряжается. Потому что замок этот ничего не крутит. Он просто откидывает щеколду, и у него открывается дверь. Все. Плюс у него есть пальчик. Насколько это интуитивно понятно. Ты кладешь руку на замок, пока ты нажимаешь, она уже сработала и открывается. И самое главное, жена меня наконец-то не хочет выгнать из квартиры. Он очень тихий. Вы, наверное, скажете, а что, если батарейка сядет, а ты приехал, что будешь делать там, вот это вот все? Ну, во-первых, есть ключ, можно ключом обычным открыть. Ну и плюс есть внешняя зарядка, там можно USB-шку воткнуть снаружи. Воткнул, он зарядился, и ты открыл. Короче говоря, Aqara A100 самый крутой замок, что я тестировал. Дальше у нас устройство, без которого я жить не могу. Без замка я в целом жить могу, можно и ключом открывать, но вот без этого устройства я как завороженный хожу и измеряю CO2. Это устройство KingPing, датчик, который измеряет CO2, влажность, температуру и так далее. Вот я сейчас, он рядом со мной, я подышал, он уже вот 1000 показывает. Вообще здесь было 400. У меня в каждом помещении, в кабинете, там в офисах, гостиной, детской, спальне, вот везде эта хрень стоит, и я измеряю. У меня очень сильно болит голова, когда CO2 превышает больше, чем 800-900. Я прямо чувствую. В офисе, например, когда к кому-нибудь подсаживаюсь, я такой, так, что-то я чувствую, я тут долго не проживу. Это наш новый шоурум. Здесь сделала вентиляцию компания VitaSmart, и здесь прям реально воздух охеренный. Поэтому я без этой штуки вообще жить не могу. У нас сейчас офигенная влажность, почти 60% влажность, это просто... В целом не надо знать показатели, он показывает, если что-то
превышает норму, он просто красненьким горит. Очень крутая штука, у нее причем это вот вторая версия, у него сзади вот снимается фильтр, его можно поменять. Еще у него есть проблема, первые версии грешили тем, что они очень сильно шумели. Вторая версия вроде не шумит, поэтому рекомендую покупать вторую версию. Она вообще работает от USB-шки, но она несколько часов может работать от батарейки встроенной. Но вы же скажете: Миша, а где умный дом? Это что за ты мне фигню показываешь? Эта штука коннектится в умный дом, в Алису можно законнектить ее. Сейчас пойдет реально умный дом. Джарвис, ты здесь? К вашим услугам, сэр. Проанализируй бюджет и выяви слабые места. Загружаю, сэр. Я проанализировал ваши траты и выявил, сколько процентов от выручки уходит на аренду. Еще посчитал налоги на будущий месяц. А также была выявлена потенциальная дыра в бюджете. Скоро день рождения вашей жены. Джарвис, конечно, работает только в фильмах. А в жизни с такой задачей справляется Точка.банк. У Точка.банк есть крутейший AI-ассистент. Это полноценный AI-помощник, который помогает управлять интернет-банком, анализирует состояние счета, простым языком объясняет, что происходит в законах и бизнесе. Например, AI-ассистент может проанализировать ваши доходы и расходы по разным категориям и подсказать, где вы больше всего тратите и зарабатываете. Умный бизнес-помощник – это не замена эмпатичной поддержки Точка.банк, где отвечают живые люди. Это дополнительная фишка только для клиентов, которая делает ваш опыт еще удобнее. Подробности про личного AI-ассистента от Точка.банк по ссылке в описании. Пусть умным будет не только ваш дом, но и ваш банк. Бизнесу быть. То, что я только что показывал, это все-таки датчик и дверная ручка. Они в целом, им вообще никакая экосистема не нужна. Датчик просто тебе показывает наглядно, а ручка, ну ты ее сам открыл и открыл. Поэтому следующее устройство реально умные. Эту штуку я искал около 6 лет. Это умная головка на радиатор. На ней можно просто вот крутанул там 22 хочу, все, она будет поддерживать 22. Акара Smart Radiator термостат E1. Настолько удобнее и приятнее, вообще нет больше устройств. К головке подвязывается обычный датчик температуры от Акара. Вы его вешаете там где-нибудь рядом с кроватью и настраиваешь себе нормальные сценарии. То есть у меня как сделано? Я днем делаю температуру потеплее, там 22-23 градуса, а ночью ставлю 20 градусов. И батарейки хватает на 2 года. Ну просто... Так как это Акара, она пробрасывается в умный дом Алисы, и можно просто Алисе сказать: Алиса, сделай потеплее, или там сделай радиатор там на 23 градуса, и она тебе сделает. Если у вас включилась Алиса, ставьте лайк. Сколько раз за выпуск у вас включилась Алиса? Следующее устройство. Вообще очень хочется в квартире, чтобы была какая-то крутилка, как в тачке. Ты крутишь себе 22 градуса, и она такая: все, я тебе сделаю 22 градуса. Если сильно жарко, она такая: ой, сильно жарко, мы включаем кондиционер. Но почему-то в квартире так нельзя. И я себе во все съемные квартиры ставлю кондиционеры Haier Flexis. Это такие вот, просто обычные сплит-системы, которые на стены вешаются. У них есть уже сразу, представляете, сразу 3 варианта цвета. И в нем есть черный. Как мы мучились раньше всегда, вот эти кондиционеры красили. Поставьте лайк, кто красил кондиционер себе. Самое вообще главное у кондиционера, чтобы он никого не продул. Поэтому он дует в потолок. Он умеет прям вот по верхнему слою потолка подувать воздух. И еще прикол, если хочется еще поднастроить, можно даже поднастроить влево или вправо лопасти. А вот тут у них справа у кондиционера есть еще такой глазок. Он определяет, где в помещении люди, и может дуть либо на людей, либо в обход людей. Еще у него есть там куча прибамбасов, он умеет сам чиститься, чистит воздух внутри ультрафиолетовой лампы, убивает бактерии. Очень тихий, ночью вообще не слышно. И самое главное, кондиционеры, они же все вот на этом инфракрасном пульте до сих пор. У Haier есть приложение, которое можно пробросить в умный дом Яндекс Алисы. И у тебя прям вот в Яндексе появляется кондиционер, и им можно управлять.
Вообще до этого были довольно недорогие устройства. Следующее устройство будет стоить очень дорого. Так дорого, что вы сейчас вот если макароны хаваете, вот они у вас изо рта повываливаются. Это устройство стоит где-то 1,5 миллиона. Но ничего другого больше нет. Мы уже автоматизировали наконец-то температуру. Но что, если у нас влажность очень-очень низкая, как у нас вот зимой? Сейчас у нас лето идет, сейчас влажность 60% просто так. Бесплатно, вообще кайф, пользуемся. Но что делать зимой, когда у нас влажность 20%? А кто знает, кстати, вот ты, Серег, ты знаешь, почему влажность зимой снижается? Из-за батарей горячих. А как батареи сушат воздух? Из-за того, что они нагревают и выпаривается, грубо говоря, вся эта влага. Они нагревают воздух, влага выпаривается. Куда? Куда-то наверх. Наверх. Не знаю. И на потолке все оседает, да? А пойдем у девчонок спросим, может они знают? Вероника, а ты знаешь, почему зимой влажности меньше? Не знаю, Миш. Почему? Посмотришь в этом видео. Договорились. Почему сухо очень в квартире зимой? Влага, она испаряет, ну не то чтобы прям испаряется, я не знаю, как объяснить с точки зрения физики. Ну, короче, ты посмотришь вот в этом видео, куда девается влага. И ты узнаешь, где она. Я думаю, что 95% людей на это не ответят. О, кстати, давай покажем наш новый диван. Посмотрите, какая ляля. Просто невероятно. Можно вот так делать. Не знаю, зачем вам это надо, но можно так делать. Скажи мне, ты знаешь, почему зимой в квартире сухо? Нет. Не знаю. А есть предположение какое-то? Нет. В этом видео ты посмотришь и узнаешь. Хорошо. Короче говоря, я понял, никто не знает. Многие, кстати, думают, что на улице зимой воздух сразу сухой. Нет, там всегда 80-90% влажность. Больше даже влажность, чем летом. Летом у нас сейчас 50-60. Потому что холодный воздух, он концентрированный, он сжатый. Допустим, сейчас вот 3-литровая банка воздуха. В ней ровно 1 капля воды. Это там 60% влажности. Да? Допустим, сейчас не будем там взять. Вот она, эта 3-литровая банка воздуха, залетела к нам в квартиру. Воздух расширился в теплом помещении, а капелька воды, она как осталась там, так и осталась. У нас теперь стало воздуха в 3 раза больше, а капелька воды так и осталась 1 капелькой. Если было на улице 90% влажности, то дома у нас осталось всего 30% влажности. Понял? Да. А влажность это что такое? У тебя, значит, сразу же летают бактерии всякие. Ну, у меня, например, в Екатеринбурге постоянно была там влажность 7%. Вспомните, как вы просыпаетесь зимой. В рот сухой, нос сухой, ты просыпаешься и думаешь, ёб твою мать. Мы вообще зимой болеем, потому что у нас влажности нет вообще в квартире. Поэтому надо, конечно, увлажнять. Как увлажнять? Есть дешевые штуки. За 10 тысяч можно купить какую-нибудь мойку воздуха или увлажнитель. Они тебе будут увлажнять. У них есть одна большая проблема. Какая, Сереж? Знаешь, да? Нужно воду заливать чистую, иначе будет накипь. Если наливаешь под кран, начинает какой-то осадок оставаться. Да хер с ним осадок. Ну, заливать надо воду. Тебе нужно каждый день эту херню заливать 2, а то и 3 раза, потому что ее хватает всего на 8 часов. А она же так неудобно заливается. Достал эту херню, ее надо перевернуть, она вся мокрая. Принес в ванну, налил, потом закрутил крышку, потом переворачиваешь, там все выливается. Это такая дебильная система, как меня она бесит вообще. А поэтому есть мойки, в которые можно заливать сверху воду. Например, у Борг есть такая, Rain, по-моему, называется. Единственное, он вообще ни хрена не помогает с влажностью. Короче, нету ничего вот этого вот простого, стандартного, чтобы вот ты не парился. Ну, почти нету.
Есть. Это увлажнители форсуночного типа. У вас такая есть форсунка, она подает воду до высокого давления на нее. Есть вот Bühler, Universe DIY и Лихти. Лихти из них там самый новенький, сейчас самый крутой. То есть у тебя есть установка в ванной, от нее идут трубочки по квартире, и в каждой комнате у тебя распыляется влага. Я себе вот домой такой поставил, и в офис тоже поставил. Кто-то думает, что эта штука из-за того, что она распыляет там влагу, она оседает, там из-за нее там плесень развивается. Нет, вообще нигде ничего не оседает, ничего не происходит. Единственная проблема стоит 1 200 000. Ну, смотря какая у вас квартира, можно там от 1 000 000 до 1,5 миллиона. Примерно меньше, чем за 1 миллион не получится. Дорого, капец. Но мне важно, очень важно, чтобы мои дети росли здоровыми, перестали болеть. Ну все, выдохните, все. Больше таких дорогих устройств здесь не будет. Ну, мне самому дорого, я все понимаю. Больше таких не будет дорогих. Следующее устройство – это умные шторы. Ну, не такие, как костюм у Человека-паука, просто карниз умный, он просто шторы закрывает, открывает. Мне очень надо, чтобы я спал в темноте, но не спал весь день. И я себе просто поставил умные моторизированные карнизы от Акары. Это недорогая штука, это обычный карниз, который ставится вместо вашего старого карниза, и все, и он моторизируется. Я просто в 12 часов закрываю шторы, и они открываются только в 8 утра. И у меня есть после этого еще там типа полчаса поваляться, чтобы меня потихонечку вот это солнце, которое бьет в глаза, потихонечку начало как бы будить. То есть у меня нет никаких будильников, но я встаю всегда довольно рано. Классно, естественно, автоматизируется. Можно сказать: Алиса, закрой шторы. Сейчас у кого уже стоит такая штука, Алиса закрыла шторы, да? Есть всякие штуки, которые типа подешевле. Такая типа крабик вешается на карниз, и он там гоняет штору туда-сюда. Но это опять, это херня на батарейках, которую опять надо менять. Если можно без батареек обойтись, лучше обойдитесь без батареек. И никогда больше, просто вот один раз поставил эту штору от Акары, и все, и больше никогда к ней не подходишь. Она работает, и все. Следующий пункт довольно необычный. Я когда первый раз попробовал, это были незабываемые впечатления. Это умный туалет. На самом деле умные туалеты до этого были всегда очень странной штукой. Они обычно всегда некрасивые. Ты вот прям подходишь и думаешь, это что за спейсшип какой-то вот. Но тут появляется Nokin Smart Toilet. Это невероятный девайс. Какой он приятный. Во-первых, там подсвечивается синеньким светом внутрянка туалета. Потом, когда садишься, он подогревает ободок. В-третьих, это очень красивый девайс. То есть он ничем не отличается от обычного туалета. Он умеет разделять. Там у него есть девочки и мальчики. Девочкам подмывает очень мягенько. Жена одобрила, сказала, все топ. А мальчикам подмывает все как надо. И потом еще и сам все сушит. Я сидел, кайфовал, я вставал не хотел, как это удобно и комфортно. Очень рекомендую Nokin Smart Toilet. Единственное, их довольно сложно купить, и в Россию они как бы официально не возят, но компания Beaumont возить Nokin умеет, поэтому ссылочку я на них оставлю, там можно будет в России купить. Кто-то может сказать: Миша, так есть же красивые туалеты от Xiaomi, вот топ за свои деньги. Да, у Xiaomi тоже появились умные туалеты, и они тоже выглядят классно. Единственное, есть один косяк. У него слив не в стену, как у нас всегда, а в китайском стандарте слив вниз, в пол. У нас вообще там перекрытие обычно стоит, там некуда сливать. Топ за свои деньги нам в России не подходит. А Nokin супер. Есть умные таблетки. В каждой комнате у меня стоит умная таблетка. И мы, когда проектируем интерьеры, делаем умную таблетку. Это большой светильник, который светит рассеянным светом и заливает всю комнату. И есть прикольная, реально классная таблетка у Акары. Она вот недавно появилась, стоит что-то, по-моему, 17 000 рублей. Но она, это просто, таких еще не было. Во-первых, она работает как обычная таблетка. Она хорошо светит, рассеивает, прям
Прикольная, она может светить очень теплым светом или холодным светом, можно там настроить. Довольно ярко светит, на комнату там в 15-20 метров хватает. И у нее еще есть световой ободок. В детской это смотрится просто невероятно. Дочь у меня очень любит, она у нее там розовая. Ну, супер крутой светильник, причем это, ну, денег стоит немного. За эти деньги он вообще офигенно отрабатывает. Естественно, подвязывается в Алису, можно там сказать включи-выключи свет. И у них вот этот светильник получился, ну, реально классный. Выключатели. Их можно сделать беспроводными, если у вас, например, дебил-строитель. Давайте историями рассказывать. Вот у меня квартира была съемная. И там дебил-строитель сделал выключатель в ванную. Вот ты открываешь такой дверь в ванную, а выключатель вот там. Выключатель должен быть рядом с ручкой. Такие выключатели можно перенести. У Акара есть такой. Можно сделать релешку, в этот выключатель засунуть. Беспроводной умный выключатель пихнуть туда, где тебе надо. Просто приклеивается на скотч, тоненький выключатель, и все классно. Но я думал, типа, ну ладно, только такая ситуация бывает. Ну и все, наверное, выключатели больше особо и не нужны. У меня на даче случилась проблема. Ночь. Темно, запарковал машину и иду такой по темени в дом. Свет на улице у меня выключается в доме. И прикол в том, что когда я уезжаю с дачи, а если темно, ну зимой, например, я опять иду по темени, потому что я же выключил свет. Я опять иду по темени, в машину такой сел, кайфую. Короче, мне нужно было автоматизировать этот свет. Миша, что делаешь? Я сейчас поставил вот эти выключатели умные. У меня проблема просто вот здесь включается весь на улице свет. Сейчас вот я настраиваю, чтобы они включались на закате и выключается там в 12 ночи. И тогда, когда я приезжаю там вечером на дачу, я приезжаю всегда во включенный свет. И когда спать ложусь, оно уже выключилось все. Супер крутая штука. Оказалась очень полезна за городом. Так, дальше у нас идет датчик от протечки. Датчиков от протечки вообще очень много, их прям, ну, миллион. В целом они все плюс-минус работают, и им даже на самом деле никакой умный дом-то и не нужен. Ну, им не надо управлять удаленно, не надо, чтобы он под тебя подстраивался. Датчики протечки, я имею в виду, это не сам датчик, а сама вот, ну, закрывашка. Это такое устройство, которое вешается на кран, который перекрывает воду. Он может быть на батарейке, может быть проводной. Если нет возможности провод прокинуть, ну, можно кинуть батарейку. Они там живут много лет. Реально там лет по 5 они живут, нет проблем никаких. Ну, естественно, очень полезная штука. Мало ли вы уехали, еще что произошло там, прорвалось, где-то какой-то ваш китайский смеситель из Алиэкспресс прорвался. Все в воде, ну, перекрыла воду, классная штука. А потом у людей паничка постоянная. Ой, у меня вода не закрыта. Ой, я утюг не выключил. Поставь себе просто умные штуки вот эти. На утюг можно же, ну, приделать. Еще гирлянду. Гирлянды, да, вот. Лучше вообще гирлянды не ставьте. Да, гирлянда просто может сгореть к чертям. Особенно, ну, хотя бы 220 гирлянду не ставьте. Ставьте ее только, которая вот от USB-шки втыкается. Просто некоторые ставят вот эти старые кондовые от 220, и там чуть что, не дай бог, блядь, замкнет. А сгорит эта елка просто в секунду. У тебя, блядь, сполыхнет, вся хата сгорит. Не ставьте, пожалуйста, гирлянды на 220. Так, ну и последнее. Все это возможно благодаря Яндекс-станциям. Как круто залетели вот эти Яндекс-станции в нашу жизнь. И это, по сути, хаб для умного дома. Я просто в каждой комнате поставил маленькую Алису, и она там голос понимает, если надо, звук там какой-то проигрывает. Но главное, автоматизирует работу в комнате. И прикольно еще, кстати, я думал, что это не будет работать. Типа, вот ты в спальне и говоришь: выключи свет. Я думал, что она сейчас вырубит нахер свет во всей квартире. Но нет, она вообще очень умная. И выключает свет только в спальне. Это, ну, это ж супер вообще. Вот еще бы у них нету какой-нибудь такой маленькой Алисы, которая бы втыкалась просто в розетку. Чтобы она работала вот как такой хабик, который понимает голос и может тебе что-то ответить, ну, нормально, адекватно. Если сейчас Яндекс нас смотрит, то, пожалуйста, возьмите на заметку. Собственно, вот и все. Мой топ девайсов для умного дома
дома закончен. Все эти штуки я реально ставлю себе домой. Они вот у меня все стоят. Это не какая-то там проплаченная реклама, хотя она тут есть. Но все это я реально использую. В общем, вы пишите, что бы вы добавили в этот список. Вот такой вот у меня получился топ умных девайсов.